Всем привет, с вами Prestige Model Agency, и сегодня мы в Ориентале, в клубе Тетва Македония. Пришли поговорить с Анастасией, которая работает в этом клубе, и задать пару вопросов. Добрый вечер. Добрый. Анастасия, сколько вы здесь работаете в этом клубе и вообще в Македонии? 3 года уже. Именно в этом клубе? Да. Здорово. Приехала, вообще изначально приехала в Energy, но так получилось, что проработала там всего лишь 5 дней, и в итоге решила здесь. Нашли свой клуб, если остались на 3 года. Так сказать. Хорошо. Какие в клубе есть минусы, плюсы, к чему готовятся девочкам, которые приезжают первый раз? Да, в принципе, работа как и во всех обычных клубах, ничего такого особенного. Такие же танцы, гости, правда, другие совершенно, как и вообще во всех странах, так сказать. Плюсы здесь достаточное количество денег, как и в сезон, как и в обычное время. Есть такие минусы, как, к примеру, какие-то месяца, где заработок не особо хороший, но как и везде, да. Обычно сезон это лето, с июля месяца где-то, и декабрь, потому что все гости приезжают с других стран, да, на праздники, на новогодние. Летом их поток больше. Получается так, что приезжают, к примеру, какие-то определенные, сначала там итальянцы, потом, к примеру, с Америки, я не знаю, там, с Германии, то есть поток большой. Бывает такое, что даже гости стоят и потом по 40 минут ждут на улице. Здорово, такой спрос. Класс. А в основном какие гости в сезон, не сезон? Это туристы, либо албанцы, македонцы? Албанцы, которые живут в других странах, которые сюда приезжают, да, поток туристов в плане, которые не местные, они есть, но их мало. Хорошо. По языкам. На каких языках здесь разговаривают и важно ли знать английский девочкам? Важно знать английский девочкам, потому что без английского ты здесь долго не пройдешь. Ну, бывают такие девочки, которые, к примеру, приезжают, они там baby-face, к примеру, и гости сидят сами хотят, и они разговаривают по переводчику, но это очень редко. Я сама приехала, когда говорила на английском, потом, у меня с собой в запасе еще и турецкий, поэтому мне намного проще здесь, потому что здесь достаточно большое количество турецких. Да. Все ясно. Хорошо. Что по прибыли, если не секрет, какой самый минимальный заработок за месяц у вас был и самый прибыльный в сезон? Я думаю, что минимальный 2-2,5 евро, 3. Максимальный, какие-то девочки могут заработать и 10 тысяч. 10 в сезон. Супер, хорошо. Как по проживанию? Нравятся ли условия? Платите ли вы и живете одни или с кем-то? Бесплатные здесь апартаменты. Я прожила здесь полгода, но это было до реновации, еще когда у нас есть апартаменты сзади и мотель. По поводу мотеля я не знаю, сейчас девочки, по-моему, живут бесплатно. До этого была какая-то сумма определенная, там, в размере 10-15 евро. Сзади апартаменты, они реновацию сделали, апартаменты хорошие сейчас. Я живу в квартире, потому что мне намного удобнее. Ну да, когда на долгий срок приезжаешь, конечно. Да, неудобно здесь, потому что тебе постоянно надо кататься в город. Это тоже еще надо девочкам знать о том, что они будут приезжать, и они будут 15-20 минут, это отсюда до города, чтобы выехать. Да, так затратно. Понятно. Что по персоналу? Помогают ли, если вдруг есть ли конфликтные ситуации, все ли хорошо? По персоналу. Персонал, в принципе, доброжелательный, которые мальчики сейчас работают, мне очень нравятся. Они не то, что они помогают, все равно ты сама за себя отвечаешь. Но бывают такие ситуации, если там у девочки нет коктейля, то они могут помочь, к примеру, посадить тебя куда-то по плану работы, по скорости. Бывают такие запарные ситуации, когда они там, к примеру, их мало, нас много, поэтому не успевают, да. Но, в принципе, у них по работе все хорошо, все молодые мальчики. Нормально, все хорошо. Поняла, бывают ли конфликтные ситуации между девочками? Если да, то кто их решает? Во всех коллективах они бывают. Бывают такие ситуации, когда кто-то напивается, но это нормально. За гостей бывают ситуации. Было
пару драк даже иногда, да, но это там. Но все решается. Все решается, боссы все решают. В плане этого у нас боссы вообще мне очень нравятся, они топ. По плану выплаты, там зарплаты, там какие-то проблемы еще они все решают, либо там с менеджером как-то, если девочки, к примеру, не могут говорить на другом языке. Подскажите, что еще по дресс-коду в клубе, что можно, что нельзя для девочек? Ну, как бы мы в стриптиз, это понятное дело, что это белье, какие-то костюмы красивые, ну, это, соответственно, танго и бикини, там либо купальники какие-то, либо девочки там какие-то короткие юбки надевают. Ну, как бы халат, это обычное дело, только чтобы было удобнее, комфортнее. Ну И, соответственно, каблуки, да, короткий каблук не приветствуется, потому что, соответственно, здесь просто неудобно в коротком каблуке, и ты выглядишь, соответственно, ниже, и тебе, если, ну, как бы надо быть повыше. Какие-то девочки, да, какие-то девочки ходят на стрипах, какие-то девочки ходят на, как я, на обычном каблуке. Поняла, хорошо. Что насчет пилона, насчет танцев? Нужно ли вообще иметь опыт танцевальный и танцуют либо за пилона, либо же только за гостей? Мы сейчас на данный момент танцуем только около гостей. Какие-то девочки есть, которые танцуют стрип. Если они проявляют желание, они танцуют сами. То есть они выходят за это, по поводу этого я не знаю, потому что это отдельно у менеджеров надо узнавать. Если там у нас были такие ситуации, когда девочки приезжали с какими-то шоу-программами, но это было давно, как бы в сезон, ну, год назад, я думаю. Вот они приезжали, крутились, вертелись. Да, как бы это эффектно, потому что гости потом сами зовут. Они видят тебя со стороны и хотят тебя, поэтому Все ясно. Хорошо. Что можете посоветовать девушкам, которые приезжают вообще первый раз, не только в Македонию, на первый свой контракт, хотят именно сюда? Какие есть рекомендации, к чему готовиться, чего бояться или нет? Я думаю, что Македония хорошая страна для первого контракта, потому что здесь выучить, к примеру, македонский язык мне дал, ну, там, полгода, я не знаю, там даже меньше. Девочки, как там некоторые приезжают, они уже через 2 недели пытаются как-то говорить. В этом плане Македония хороша для первого контракта. И по поводу заработков, да, в плане того, что там сейчас Россия, там, здесь в принципе сейчас и России не трудно заехать, потому что они делают визе, вот эти вот ваучеры, поэтому все нормально в этом плане. Вот, рекомендации, ну, быть, конечно, открытой, эмоциональной, потому что здесь гости очень эмоциональные, они это любят, они любят забавных, смешных, энергичных, они не любят вот ну, как бы унылых, которые приезжают сюда просто. Есть такие девочки, которые даже приезжают там на первый месяц, чтобы перекантоваться, грубо говоря, они типа как отдыхают, то есть я такие комментарии даже слышала от девочек. В Македонии дается легко. Да. А что сейчас по визам? То есть по рабочим, по разрешениям на работу, все ли спокойно, нечего ли В бояться? этом плане по визам они дают визы. Честно, я не знаю, я ни разу не делала вот именно такую визу, я делала всегда годовую визу. Рабочую? Да, рабочую визу. Мне удобнее, потому что бывают какие-то проверки все равно, как бы это никто от этого не застрахован. Во всех странах. Как и во всех странах. То есть проще сделать Проще рабочую? сделать рабочую визу, да, мне спокойнее от этого. Но они какие-то делают ваучеры, как девочки сюда приезжают. И, в принципе, тоже нормально все протекает, они тоже так же спокойны сидят. Да, бывают проверки, если когда проверки, после говорят о том, что проверка, там, выходите, потом через какое-то время вы придете. Все ясно. То есть все легко, все безопасно, можно не бояться. Хорошо, спасибо большое за интервью. Хорошей вам ночи, хороших заработков и хорошего сезона. Спасибо. Спасибо, что выбираете Престиж. Увидимся в следующем видео.